Мы радуемся, когда видим этих грациозных и действительно красивых животных, и приходим в недоумение, когда они шипят и бегут на нас с раскрытыми крыльями. Лебедь-шипун является одной из самых тяжелых летающих птиц. Самцы в среднем весят 25 кг. Это довольно крупная птица, и, как мы понимаем, может представлять некоторую угрозу для человека при определенных обстоятельствах. Действительно, эти птицы нападали на людей, и даже есть случаи, когда люди погибали в результате нападений. Энтони Хенсли, отец двух маленьких дочерей, трагически погиб 14 февраля 2012 года после того, как он упал с каяка в заливе штата Иллинойс, и лебедь напал на него. Большая птица продолжала атаковать, даже когда тот пытался плыть к берегу. Так или иначе, он оказался под водой под тяжестью своих ботинок и одежды. Через 45 минут его вытащили спасатели и доставили в больницу, где его объявили мертвым. Известно, что этот мужчина в течение примерно 10 лет регулярно ухаживал за лебедями возле жилого комплекса. Лебеди использовали для того, чтобы держать гусей подальше. Полиция сообщила, что он проверял лебедей возле одного из строений, когда один из них направился к нему, заставил перевернуться на каяке и упасть в воду. Похожий случай произошел в Латвии в июле 2010 года. В Риге, неподалеку от острова, пара купалась в реке, когда к ним неожиданно приблизился лебедь-шипун и стал нападать на беременную женщину. 32-летний мужчина кинулся ей на помощь, и в результате нападения сам утонул. Женщина смогла самостоятельно добраться до берега. Мужчину вытащили на сушу, но до прибытия медиков он скончался. По всей видимости, они близко подплыли к гнезду птицы. Миру также известен один лебедь, который крайне агрессивно относится к другим животным, но не к людям. Ганнибал – это самец лебедя, который напал на 37 других лебедей, убив 15 из них. Лебедь живет со своим помощником в пруду возле средневекового замка Пемброк, расположенного в Уэльсе, Великобритания. В феврале 2010 года Ганнибал начал атаковать других лебедей, которые отваживались попасть на замковый пруд. Ганнибал бил других лебедей своими крыльями, клювом и ногами. Если лебеди оставались в пруду, он держал головы своих жертв под водой, пока те не утонут. Если они пытались покинуть пруд, Ганнибал вдребезги разносил их ноги своим клювом. После каждой атаки Ганнибал подплывал к своей самке и детенышу, чтобы оценить последствия. Он держал свои крылья открытыми, так он ликовал своей победе. Работник дикой природы Мария Эванс указала несколько причин, которые могли способствовать агрессии Ганнибала, в том числе плохое качество воды, ограниченное количество пищи, загрязнение, отравление свинцом или вероятность того, что Ганнибал испытал боль после того, как проглотил рыболовный крючок. Агрессивное поведение проявлялось только по отношению к другим лебедям. Люди могли спокойно подходить и кормить птицу. После птицу поймали без каких-либо происшествий, когда Ганнибал повредил крыло, скорее всего в драке. Его направили в центр спасения, где ему перевязали крыло и ввели болеутоляющие средства. Его планировали перевести в другое место, о дальнейшей его судьбе ничего не известно. Самцы свирепы при защите своих гнезд, особенно во время весеннего сезона гнездования с апреля по июнь. В апреле 2010 года неоднократно сообщалось о лебеде на реке Кам в Англии, который нападал на гребцов. Он получил прозвище «Мистер Асбо», названный в честь приказа, регулирующего движение судов Великобритании. Гребцы даже обратились к Елизавете II, чтобы убить этого лебедя. Обращались они и к гадалке Мишель Чайдерли, чтобы выяснить причину нападений. Она сказала, что это связано с убийством его птенцов. 2 года спустя его все еще требовали убрать с реки, поскольку сезонные атаки продолжались. Так или иначе, это пришлось сделать. Его переселили на 100 километров от того места. Один из самых распространенных мифов о лебедях гласит, что они могут сломать руку. Они недостаточно сильны физически, и у них нет соответствующих физических атрибутов, чтобы сломать кость взрослого человека. Да, были исключительно редкие случаи, когда маленький ребенок или пожилой человек ломал свою руку из-за нападения лебедя. Однако они никогда не были зарегистрированы, и скорее всего это может быть связано с хрупкостью костей и падением. Да, лебеди кусаются, укус похож на царапание когтем. Это элемент неожиданности, и, как правило, это застает врасплох. Лебеди очень редко клюют, они обычно идут на укус.
И еще один интересный случай попал на камеру совсем недавно, когда уже бушевала эпидемия коронавируса. На видео показана посетительница зоопарка во Франции, рядом с птицей, которая научила ее правильно носить маску в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. На видео можно увидеть, как лебедь, кажется, понимает, что маски должны закрывать носы и рты людей, а не подбородки, и своими действиями учит женщину правильно надевать маску. Женщина подошла к лебедю с намерением погладить его, одев маску на уровне подбородка. Казалось, все шло хорошо, пока лебедь не клюнул ей в лицо. Забавно то, что он не причинил ей вреда, а вместо этого лебедь натянул маску и отпустил ее, правильно надев на лицо женщины, словно он попросил надеть ее как надо. Женщина упала на спину и засмеялась вместе с остальными посетителями, которые стали свидетелями любопытной сцены. Вас же предупредили, одевайте маску, говорится в описании вирусного ролика. Лебеди – это грациозные животные, известные также тем, что создают супружеские связи на всю оставшуюся жизнь. Ведь не зря принято считать, что собачья преданность, лебединая верность и орлиная гордость стали символом для людей. На этом все о лебедях. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.